Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире Кинокафе, с вами по-прежнему Давид Саралидзе и Игорь Маликов. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о картине такого грузинского режиссера Алико Цабадзе «Русский треугольник». Насколько я помню, в этой картине снялся Константин Хабенский, да. Русский актер, по-моему. Одну из ролей играл Константин Хабенский как раз. Это детектив, да, такой своеобразный? Это жанровое кино, там даже детектив — это расследование какого-то преступления. Ну, это скорее криминальный триллер. Здесь криминальный, триллер, такое слово заезженное, мало что означающее, скажем так, криминальный фильм, где много различного. То есть это может быть и криминальная драма, и криминальный триллер? Да, криминальное подразумевает, что там что-то связанное с криминалом, может быть, кого-нибудь убьют. А в остросюжетном, вот хорошее определение, остросюжетный фильм. Там мы будем видеть драки, перестрелки, погони, стрельбу и все такое. Так, у фильма несколько линий идет сюжетных, да? То есть это одна линия, это о том, как учитель словесности лишается в Грозном своей беременной жены. Да, ее там расстреливают каким-то образом случайным во время операции зачистки, видно. Соответственно, это... И он привносит большую драму в его жизнь, да, он приходит в негодование и становится ваххабитом. Да, начинает мстить просто-напросто. Вот. А другая линия с русскими солдатами же, которые попали в такую засаду, где их пытали, они сбежали. Вот. Одного из героев играет как раз Хабенский. Вот. Ну и третья линия, да, детектив такой. Детектив, молодой, который расследует убийства странные, которые происходят в Москве. Да, действие большей частью происходит в Москве, хотя есть флешбеки, есть и моменты, которые происходят в Грузии, там, в Чечне. Мы решили поговорить о фильме «Русский треугольник», потому что, во-первых, это жанровое кино, а жанровое кино раньше на фестивалях было значительно меньше, чем сейчас. А во-вторых, «Русский треугольник» возвращает нас к теме о современности. Мы в прошлой программе говорили о том, что тяжело снимать фильмы, время действия которых сейчас, в данный момент. Плюс-минус 5 лет. Да. Картина «Русский треугольник» одна из тех картин, где наиболее приблизились к этой вот точке современности. И если вот у нас театр по-прежнему большей частью ставит Ромео и Джульетту и Гоголя, а кинематограф живет вот где-то либо в провинции, где время не угадывается, или 60-ми, 70-ми годами. Даже у нас сериалы, вот «Дети Арбата», например, это 60-е, 70-е годы, кроме современных мелодраматических сериалов, да, где тоже время не имеет какого-то значения, то фильм «Русский треугольник» претендует, не претендует, но все-таки относится к нашей теме разговора. Это фильм о время действия, который сейчас. Такие фильмы, конечно, есть, снимаются. И Тодоровский снимает фильм, там «Тиски», и «Глянец», есть картина, «Мой сводный брат Франкенштейн», все эти фильмы о современности. Их все равно не так много, как хотелось бы, особенно среди авторских фильмов. Среди авторских фильмов бытует такой вот либо уход в притчивость, либо уход вообще в историю. Первый вопрос, наверное, на повестке дня, который у нас по жанровому кино. Почему на кинофестивалях очень любят кино авторское, а жанровое не особо жалуют? Потому что фестивали претендуют и работают обычно с фильмами класса А. А так повелось, что жанровое кино автоматически попадает в категорию фильмов жанра Б. Это как будто фильмы низкого качества или более низкой ценности художественной, чем авторские фильмы, где есть какая-то проблема серьезная, случайная игра актеров. Только потому, что он клиширован? Жанровый фильм, во-первых, оставляет меньше свободы художнику. Потому что жанр есть как раз то клише. Это есть канон. В жанровом фильме, в детективе, в боевике есть конкретная сюжетная схема, от которой нельзя отталкиваться, просто потому что зритель уйдет и не поймет ничего. А здесь меньше свободы самовыражения. Хотя язык фильмов жанровых сильно меняется, и то, что было допустимо, недопустимо даже 10 лет назад, сейчас в самых коммерческих фильмах вполне себе допустимо, как мы видим на примере того же фильма «Монстр», например, когда весь фильм снят ручной камерой, и мы видим дергающееся это изображение. И так весь фильм. Это совершенно недопустимая вещь, хотя бы 10 лет назад. Или фильм из трилогии «Оборни», где в третьей части, например, мы видим восьмерку, и пол лица закрывает тень.
Такого в коммерческих фильмах, в жанровых фильмах раньше мы не могли встретить. Мы смотрим там фильмы 94 года, боевики, мы видим, что это статичные планы на момент каких-то там взрывов. Это обязательно мы должны видеть все, потому что там кучу денег это вгрохали, взрывается машина, падает дом, мы должны видеть целиком прекрасную картину. А в Борне, в последующих картинах монстра мы уже ничего не видим. Идет мельтешение камеры, идут иногда ручная камера постоянно, соответственно, ни резкости, ни какой-то, собственно говоря, картинки уже нет. Все это элементы авторских фильмов. Сейчас они вошли уже в язык картин такого, ну, если не блокбастеров в том числе, но и жанровых фильмов. Ну, жанровые фильмы, они эволюционируют со временем. То есть, Эволюционирует если язык, посмотреть конечно, на фильмы Мартина Скорсезе, на первые его фильмы и на последние, то есть там тот же те же самые «Отступники» и так далее, то это очень, очень разное кино. Но Скорсезе балансирует на этой грани между авторским кино и, ну, то, что зовется авторским кино, и коммерческим. Это вот такая... Ну, это, к слову, такая о грань. криминальных драмах. Да, он снимает действительно криминальную драму, но есть основания отводить его там и к авторскому режиссеру. Ну, то есть, в принципе, все равно считается, я, правда, так не считаю, но что жанровые фильмы меньше дают свободу режиссеру, они меньше могут показать талант актера, например. Вот, и, в принципе, целиком и полностью это картина такого меньшего калибра, чем картина, которая называется авторским. Хотя это далеко не всегда так. Существуют отличные там картины жанрового кинематографа, которые ничуть не уступают. Но если некоторые... авторским. Ну и наоборот, есть авторские, действительно, которые перебьют любой коммерческий фильм. То есть это дело не в коммерческом авторском, а в умении режиссера, сценаристов и остальной команды.